Умение различать истину от лжи– это не просто навык, это искусство выживания души. В современном мире каждый день мы сталкиваемся с тонкими манипуляциями, где зло искусно маскируется под добро, а ложь одевается в одежды правды. Самая опасная ложь– это истина, слегка извращенная. Эти слова Георга Кристофа Лихтенберга как нельзя лучше описывают механизм современных манипуляций. Особенно ярко это проявляется в духовной сфере, где под видом света часто скрывается тьма. Фашизм, как система контроля души, начинается не с явного насилия, а с тонких манипуляций сознанием. Сначала это может выглядеть как забота о традициях, защита ценностей или стремление к порядку. Но постепенно эти благие намерения превращаются в инструменты подавления личности. В нашем курсе мы будем учиться распознавать эти тонкие механизмы манипуляции. Через призму 14 признаков фашизма, выделенных Умберто Эко, мы увидим, как работают современные системы контроля, будь то религиозные культы, эзотерические школы или духовные практики. Зло редко приходит в своем истинном облике. Оно предпочитает носить маску добра, говорить правильные слова и обещать защиту и спасение. Только развив в себе способность к развлечению, мы можем сохранить свою духовную свободу и не стать жертвой манипуляций. Этот курс – ваш путеводитель в мире тонких энергий и скрытых намерений. Вместе мы научимся видеть суть за красивой формой и различать истинный свет от его искусной имитации. Манипуляции окружают нас повсюду – в политике, религии, эзотерике, гаданиях и даже в близком кругу общения. Как коуч и регрессолог я часто вижу, как люди попадают в ловушки манипуляторов, особенно в духовной сфере. Обещание быстрого результата, снятие проклятий или доступа к тайным знаниям становится приманкой, за которой скрывается система контроля и подавления личности. Главная цель любой манипуляции – скрыть истину. Манипуляторы стремятся затуманить сознание человека, подменить его истинные желания навязанными целями, заблокировать способность к критическому мышлению. Почему? Потому что осознанный, мыслящий человек – главная угроза для любой системы контроля. За каждой манипуляцией стоят конкретные мотивы – жажда власти, денег, контроля над другими людьми. Но есть и более глубокий уровень – стремление удержать души в духовном рабстве. Ведь человек, потерявший связь со своей истинной природой, легко становится марионеткой в чужих руках. Особенно опасны манипуляции в духовной сфере. Здесь они маскируются под священные истины, древние традиции, тайные знания. Человеку внушают, что без посредников, без особых ритуалов, без платы за инициации он не сможет достичь духовного роста. Это ложь, призванная создать зависимость и подавить внутреннюю силу души. Умберто Эко выделил 14 признаков фашизма, и эти же признаки можно найти в любой манипулятивной системе. Главные признаки – это культ традиции, отрицание модернизма, страх перед различиями, апелляция к социальной фрустрации, одержимость заговором, культ героизма, идеализация лидера, мистификация и сакрализация символов. Все эти механизмы используются не только в политике, но и в псевдодуховных практиках. Способность различать манипуляции – это ключевое умение для тех, кто стремится к духовной свободе. Это как иммунитет души, защищающий от вторжения чужой воли. Без этого умения человек рискует попасть в ловушку красивых обещаний и ложных учений. Истинная духовность не нуждается в манипуляциях. Она основана на свободном выборе, на личном опыте, на прямой связи с Божественным без посредников. Любая попытка манипулировать этой связью – это признак фальши, попытка подменить истину иллюзией. Учитесь замечать тревожные знаки. Это могут быть требования слепого подчинения или запрет на вопросы. Очень важный признак –
создание культа личности учителя, финансовые поборы от продаж амулетов и символов под видом духовного роста. Особое внимание заслуживает изоляция от близких. Все это признаки манипулятивной системы, стремящейся подчинить вашу волю. Помните, ваша душа обладает всей мудростью мира. Никто не имеет права вставать между вами и вашей истиной. Любая система, пытающаяся это сделать через манипуляции, это препятствие на пути к подлинной духовной свободе. Эзотерические практики, включая гадания, магию и спиритические сеансы, несут в себе серьезные риски для духовной и психологической целостности человека. Важно понимать, что эти практики не являются нейтральными, поскольку открывают доступ к энергиям и сущностям, способным нарушить естественный баланс души. Спиритические сеансы особенно опасны. Открывая канал связи с неизвестными силами, человек становится уязвимым для вторжения деструктивных энергий. Это может привести к серьезным последствиям, от эмоциональных расстройств до полной потери жизненной силы. Когда человек обращается к эзотерике, он часто находится в уязвимом состоянии, испытывает страх, сомнения или эмоциональную боль. Манипуляторы используют эту слабость, усиливая зависимость через нагнетание страха, новоспорча, обещание быстрых решений, создание иллюзии избранности, внушение необходимости постоянных очищений и защит. Но истинная духовная работа никогда не требует отказа от своей воли или передачи контроля другому человеку. Любые практики, предлагающие быстрые решения через контакт с неизвестными силами, несут риск нарушения природного баланса души. Вместо обращения к сомнительным эзотерическим практикам важно развивать внутреннюю связь с собственной душой, критическое мышление, способность различать истинные и ложные духовные пути, умение доверять своей интуиции. Помните, ваша душа обладает всей необходимой мудростью. И любые внешние практики, требующие отказа от личной силы или создающие зависимость, ведут к духовной деградации, а не росту. Итак, разберем первый признак фашизма – культ традиции. В мире эзотерики и духовных практик культ традиции стал мощным инструментом манипуляции сознанием. Древние тайные знания, священные практики предков, утерянные техники мастеров – эти слова звучат завораживающе, но часто скрывают тонкую паутину контроля над человеческой душой. Манипуляторы намеренно окутывают свои практики ореолом древности и таинственности. Эти знания передавались из поколения в поколение. Только посвященные могут понять истинный смысл. Такими фразами они создают иллюзию исключительности и непогрешимости своих методов. Но задумайтесь, разве истинная мудрость нуждается в подобных украшениях? Особенно опасно, когда традицию используют как щит от критики и здравого смысла. Не задавай вопросов, просто делай как положено. Если нарушишь ритуал, то навлечешь беду. Эти угрозы призваны подавить естественное стремление человека к пониманию и осознанности. Истинная традиция никогда не требует слепого подчинения. Когда речь идет о духовных практиках, важно понимать разницу между подлинной мудростью и ее имитацией. Настоящая традиция всегда служит развитию личности, раскрытию внутреннего потенциала. Она не создает зависимости, не запугивает и не ограничивает свободу выбора. Манипуляторы же используют традицию как инструмент контроля. Они создают сложные системы ритуалов и правил, нарушение которых якобы ведет к страшным последствиям. Они внушают идею о том, что только через них можно получить доступ к истинным знаниям. Это ложь, призванная сделать человека зависимым от учителя. Как распознать манипуляцию? Прислушайтесь к своей интуиции. Если практика вызывает страх, если вам внушают чувство вины за сомнение,
Если от вас требуют беспрекословного подчинения, это явные признаки духовного насилия. Подлинная традиция никогда не использует страх как инструмент обучения. Истинная мудрость всегда открыта вопросам. Она не боится исследования и критического осмысления. Она уважает индивидуальность каждого человека и его право на собственный путь. Настоящая традиция – это источник вдохновения и поддержки, а не инструмент подавления личности. Помните, ваша душа обладает врожденной мудростью. Любая традиция, которая отрицает это и пытается сделать вас зависимым от внешнего авторитета, служит манипуляции, а не истине. Доверяйте своему внутреннему голосу. Он редко ошибается в различении добра и зла. Путь к духовной свободе лежит через осознанность и развлечение. Не позволяйте красивым словам о древних традициях затуманить ваше сознание. Истинная духовность всегда ведет к освобождению, а не к порабощению души. Второй признак фашистствующего ума – отвержение модернизма. Когда мы говорим об эзотерике и духовных практиках, часто сталкиваемся с интересным феноменом – отвержением модернизма и научного мышления. Наука не способна объяснить тонкие материи. Ученые ограничены материальным миром. Только древние знали истину. Эти утверждения создают опасный разрыв между духовным развитием и рациональным познанием. Манипуляторы в эзотерической сфере намеренно противопоставляют науку и духовность. Они внушают своим последователям, что современные знания представляют угрозу для истинной мудрости. Это классический прием изоляции сознания. Чем меньше человек доверяет объективной информации, тем легче им управлять. Особенно опасно, когда вам говорят «не пытайтесь это понять логически» или «вопросы показывают ваше неверие». Такие фразы – красные флажки манипуляции. Истинное знание не боится вопросов и исследования. Наоборот, оно становится глубже при взаимодействии с современной наукой. Взгляните на последние открытия в нейробиологии. Они подтверждают влияние медитации на мозг, показывают, как осознанные практики меняют нейронные связи. Квантовая физика открывает удивительные параллели с древними философскими концепциями о природе реальности. А доктор Алан Шор доказал телепатическое чтение как истинную природу человеческого сознания. Это не противоречие, а взаимное обогащение разных путей познания. Подлинная духовность не отвергает научный прогресс. Она интегрирует новые знания, расширяя горизонты понимания. Когда кто-то пытается создать искусственное разделение между духовным и научным мировоззрением, спросите себя, не пытаются ли вас изолировать от полноты знания? Истина всегда многогранна. Она проявляется и через интуитивное прозрение, и через научное исследование. Любая система, которая требует отказа от критического мышления, от анализа и проверки, это путь к ментальному рабству, а не к свободе. Помните? Подлинное духовное развитие расширяет сознание, а не сужает его. Оно включает все аспекты человеческого опыта – и интуитивное познание, и рациональное мышление, и эмоциональную мудрость. Только в этом единстве рождается целостное понимание реальности. Не позволяйте манипуляторам создавать искусственные барьеры в вашем сознании. Истина не боится проверки. Наоборот, она только крепнет от соприкосновения с новыми знаниями и открытиями. Будьте открыты всем путям познания. В этом ключ к подлинной мудрости. Третий признак. Культ действия ради действия. В мире эзотерических практик особенно опасен культ бездумного действия, когда людей заставляют выполнять ритуалы и обряды без понимания их истинного смысла. Просто делай, и увидишь результат. Не думай, а выполняй. Магия работает, даже если ты не понимаешь как. Эти фразы должны насторожить каждого искателя духовного пути. Манипуляторы любят навязывать сложные ритуалы и практики,
намеренно окутывая их тайной. Они знают, чем больше человек совершает бездумных действий, тем глубже погружается в зависимость. Каждый непонятный ритуал, каждое необъясненное действие – это шаг к потере критического мышления. В противовес, подлинная духовная практика всегда основана на осознанности. Возьмем, к примеру, медитацию. Здесь каждое действие имеет четкую цель и объяснение. Вы понимаете, почему важно следить за дыханием, осознаете процесс успокоения ума, видите связь между практикой и результатом. Но когда вам предлагают магический ритуал для привлечения удачи или тайный обряд для защиты, требуйте объяснений. Почему именно эти действия? Как они работают? Какие энергии задействованы? Настоящий учитель всегда готов объяснить механизм работы практики. Особую осторожность следует проявлять, когда вам говорят «не спрашивай, просто верь» или «результат придет, если не будешь сомневаться». Это признаки манипуляции, направленные на подавление вашей способности к анализу и критическому мышлению. Любое духовное действие должно быть осознанным. Практика без понимания – это путь к рабству, а не к свободе. Истинное развитие всегда включает глубокое осмысление каждого шага, понимание причин и следствий, осознание энергетических процессов. Помните, ваше право знать, что и зачем вы делаете. Если кто-то отказывается объяснять смысл практики или раздражается от ваших вопросов, это верный знак того, что вами пытаются манипулировать. Путь к духовной свободе лежит через осознанность. Каждое действие, каждый ритуал, каждая практика должны быть понятны вам на глубинном уровне. Только тогда они станут инструментами вашего роста, а не кандалами, сковывающими разум. А теперь давайте сделаем паузу и закрепим пройденный материал. Мы уже разобрали 3 важных признака фашизма в духовных практиках. Культ традиции, отвержение модернизма. Культ действия ради действия. Задание для самопроверки. Вспомните ситуацию из своей жизни или жизни знакомых, где вы сталкивались с духовными практиками. Найдите в этой ситуации проявление 3 изученных признаков. Как использовалась древность традиции? Были ли попытки дискредитировать современное научное знание? Заставляли ли выполнять действия без объяснения их смысла? Запишите свои наблюдения в тетрадь. Это поможет вам лучше распознавать манипуляции в будущем. После выполнения задания нажмите «Продолжить», и мы перейдем к следующим признакам манипулятивных систем. Мы только начали раскрывать тему 14 признаков манипуляции, но уже видим, как они проявляются повсюду – в эзотерике, гаданиях и магических практиках, в политике и повседневной жизни. Первый и самый важный шаг к защите – осознание того, что зло редко показывает свое истинное лицо. Оно предпочитает носить маску добра, говорить правильные слова и обещать легкие решения. Эзотерические знания действительно могут стать мощным инструментом развития, но только если они служат вашему росту, а не чьему-то контролю. Ключ к развлечению в умении задавать вопросы, анализировать информацию и, главное, доверять своей интуиции, которая часто чувствует ложь раньше, чем ее замечает разум. В следующих уроках мы продолжим исследовать признаки манипулятивных систем, учиться их распознавать и противостоять им. Помните, ваш разум и интуиция – это не просто инструменты познания, это ваша естественная защита от любых форм манипуляции. Вот отличная цитата. «Истина – это не то, что можно доказать. Истина – это то, что нельзя опровергнуть», писал Антуан де Сент-Экзюпери. Самые важные ответы мы находим не во внешнем мире, а в глубинах собственной психики, писал Карл Густав Юнг. В самом сердце манипулятивных систем
лежит отрицание важнейшей истины. Каждый человек от рождения наделен внутренней мудростью. Этот четвертый признак фашизма особенно опасен, потому что он отчуждает нас от нашей собственной силы. В эзотерических кругах это проявляется особенно ярко. Только посвященный может открыть вам истину. Без учителя вы заблудитесь. Эти знания доступны лишь избранным. Все это маски, за которыми скрывается попытка лишить вас веры в собственную мудрость. Научные исследования в области психологии подтверждают, наше подсознание содержит огромный потенциал для самопознания и решения жизненных задач. Внешние учителя могут лишь помочь нам услышать свой внутренний голос, но никак не заменить его. Когда кто-то пытается убедить вас, что без их руководства вы беспомощны, что только они владеют истинным знанием, это верный признак манипуляции. Подлинный наставник никогда не создает зависимости, он помогает вам раскрыть вашу собственную силу. Современная психология и нейробиология доказывают, мозг человека обладает удивительной способностью к самоорганизации и поиску решений. Любая система, отрицающая эту внутреннюю мудрость и пытающаяся заменить ее внешним авторитетом, служит порабощению, а не освобождению. Помните, никто не знает вашу душу лучше вас самих. Доверяйте своему внутреннему компасу и развивайте способность слышать голос собственной интуиции. В этом ключ к истинной свободе и защите от манипуляций. Там, где заканчивается способность воспринимать критику, начинается тоталитаризм, говорила Ханна Аренд, и эти слова особенно актуальны, когда мы говорим о манипулятивных системах в духовной сфере. Нетерпимость к критике – это пятый признак тоталитарной системы, один из самых явных показателей того, что под маской духовного учения скрывается манипуляция. Часто это маскируется благородными намерениями, защитой священных знаний, сохранением чистоты учения, поддержанием высоких вибраций группы. Но за этими красивыми словами прячется простое желание контролировать мышление последователей. Истинное знание никогда не боится проверки и обсуждения. Наоборот, оно становится только крепче от вопросов и дискуссий. Но манипуляторы реагируют на критику совершенно иначе. Они используют целый арсенал приемов, чтобы заглушить любые сомнения, дискредитируют критикующего, угрожают последствиями, используют групповое давление. В своей практике я сталкивалась с тем, как крупная эзотерическая школа исключала учеников просто за вопросы о происхождении их техник. Сомнение оскверняет энергию группы, говорили там учителя. На самом деле это был лишь способ сохранить контроль, подавив любые проявления критического мышления. Здоровая духовная практика всегда приветствует вопросы. Она готова к диалогу, предоставляет обоснования, уважает право человека на сомнения. Настоящий учитель понимает, критическое мышление – это не враг духовности, а инструмент развлечения истины от лжи. Когда вам запрещают задавать вопросы или критиковать, когда вас убеждают просто верить или не сомневаться, это верный признак того, что вами пытаются манипулировать. Помните, путь к истине всегда открыт для вопросов и обсуждения. Только ложь боится быть раскрытой под светом критического анализа. Страх – это маленькая темница, в которой живет наш разум, сказала Зора Хёрстон. И эти слова особенно важны, когда мы говорим о шестом признаке манипулятивных систем – создании массовой паранойи. Манипуляторы в духовной сфере мастерски используют страх как инструмент контроля. Если не пройдете этот ритуал, случится беда. Темные силы атакуют непосвященных. Без нашей защиты вы в опасности. Эти фразы создают искусственную атмосферу постоянной угрозы. В противовес, истинная духовность основана на осознанности,
а не на страхе. Конечно, в мире существуют реальные опасности, требующие внимания и подготовки. Но есть огромная разница между здравой осторожностью и искусственно нагнетаемой паникой. В своей практике я часто встречаю людей, которым внушили страх перед порчей, сглазом или кармическими проклятиями. За снятие этих мнимых угроз манипуляторы требуют деньги, подчинение или энергетическую привязку. Это чистой воды манипуляция, основанная на создании и эксплуатации страха. Здоровое духовное учение помогает человеку стать сильнее, увереннее, спокойнее. Оно учит различать реальные угрозы от воображаемых, развивает способность к трезвой оценке ситуации. Настоящий учитель укрепляет вашу внутреннюю силу, а не делает вас зависимым от внешней защиты. Когда вам пытаются внушить постоянный страх, когда рисуют картины неминуемых бед без их защиты, остановитесь и подумайте. Это реальная угроза или способ манипуляции? Помните, путь духовного развития ведет к свободе от страха, а не к зависимости от него. Рассмотрим 7-й признак фашизма. Когда лидер становится легендой, правда становится первой жертвой, писал психолог Карл Юнг. И эти слова точно описывают 7-й признак манипулятивных систем – культ личности. В духовных и эзотерических кругах обожествление лидера принимает особо опасные формы. Только он знает истинный путь, она избранная, без его благословения вы не достигнете просветления. Такими фразами создается образ непогрешимого гуру. Важно понимать разницу между здоровым уважением к учителю и слепым поклонением. Истинный наставник вдохновляет своим примером, но никогда не требует безусловного подчинения. Он помогает ученику найти собственный путь, а не создает армию послушных последователей. В своей практике я часто встречаю последствия такого обожествления. Люди теряют способность самостоятельно принимать решения, постоянно ищут одобрения учителя, боятся проявить индивидуальность. Это признак глубокой манипуляции, когда человек становится тенью своего кумира. Здоровые духовные отношения строятся на взаимном уважении и признании уникальности каждого пути. Настоящий учитель радуется, когда ученик превосходит его, а не пытается удержать в подчинении. Он понимает, его роль – помочь раскрыть внутренний потенциал человека, а не заменить его своей личностью. Когда вы видите, что вся система вращается вокруг одной личности, когда любое несогласие с лидером считается предательством, это явный признак манипуляции. Помните, истинная духовность ведет к внутренней свободе, а не к зависимости от просветленного наставника. Опаснее всего та власть, что маскируется под святость, предупреждал Эрих Фромм. И эти слова особенно актуальны, когда мы говорим об обожествлении лидера. В духовной сфере культ личности проявляется особенно коварно. Духовный учитель постепенно превращается в объект слепого поклонения, а его слова становятся непререкаемой истиной. Только через него идет истинный свет, без ее благословения нельзя развиваться. Кто сомневается в учителе, тот предатель. Он единственный хранитель древних знаний. Эти фразы создают глубокую психологическую зависимость. Настоящий духовный наставник действует совершенно иначе. Он поощряет самостоятельность учеников, открыто принимает критику, искренне радуется их успехам. Главное, он уважает индивидуальный путь каждого, понимая, что все души уникальны, и каждый должен найти свою дорогу к истине. Всегда проверяйте, если вся система держится на одной личности, если любая критика лидера под запретом, перед вами явная манипуляция. Подлинная духовность направлена на укрепление вашей внутренней силы, а не на создание зависимости от просветленного наставника. Помните,
Истинный учитель помогает вам раскрыть собственный свет, а не делает вас вечным отражением своего сияния. А сейчас давайте сделаем паузу и повторим 7 признаков манипулятивных систем, которые мы уже изучили. Культ традиции. Только древние знания истины. Отвержение модернизма. Отрицание современной науки и прогресса. Культ действия ради действия. Выполнение ритуалов без понимания. Отрицание внутренней мудрости. Без нас ты ничего не знаешь. Нетерпимость к критике. Подавление любых сомнений. Массовая паранойя. Создание искусственных страхов. Обожествление героев. Культ личности лидера. Подумайте, встречали ли вы эти признаки в своей жизни? В каких ситуациях? Как это повлияло на вас? На следующем уроке мы продолжим разбирать оставшиеся признаки манипулятивных систем. Будьте внимательны. Каждый новый признак делает нас сильнее в развлечении истины от лжи. Тот, кто заставляет вас чувствовать вину, стремится контролировать вас. Это наблюдение Фридриха Ницше раскрывает суть 9 и 10 признаков манипулятивных систем. Культ коллективной вины – мощный инструмент контроля, особенно в духовных практиках. Ты недостаточно стараешься, поэтому группа не достигает успеха. Если ты не выполняешь рекомендации, ты подводишь всех. Эти фразы создают токсичную атмосферу зависимости и страха. Взаимная поддержка и осознание ответственности – это одно, но использование вины как инструмента контроля – совсем другое. Манипуляторы умело играют на нашем страхе быть отвергнутыми, заставляя принимать решения не из здравого смысла, а из страха наказания или осуждения. Тесно связано с этим и подавление прав личности. Ты должен подчиниться системе, личное не имеет значения, только общее благо. Такими утверждениями разрушается самоидентификация человека. Как говорил Виктор Гюго, свобода личности – это основа любого общества, стремящегося к добру. Чтобы защитить себя от этих форм манипуляции, важно слушать свой внутренний голос, задавать вопросы о целях и причинах требований, доверять своей интуиции, уважать собственные границы. Помните слова Стивена Кови: «Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве находится наша свобода выбора». Именно в этом пространстве рождается способность различать истинную заботу от манипуляции, здоровую ответственность от токсичного чувства вины. Истинная духовность всегда уважает личность. Она создает пространство для роста, а не клетку из вины и страха. Учитесь распознавать эти тонкие формы контроля, и вы сохраните свою внутреннюю свободу. Любое подавление маскируется под защиту, но оно никогда не укрепляет, а лишь разрушает, говорил Жан-Поль Сартер, и эти слова раскрывают суть 8 признака манипулятивных систем. Обоснование подавления – это механизм, когда ограничение вашей свободы преподносится как необходимость для вашего же блага. В духовной сфере это особенно опасно, потому что манипуляция маскируется под заботу о вашем развитии. Ты еще не готов принимать самостоятельные решения. Только наставник знает, как тебе действовать. Этот ритуал нельзя менять, иначе будет беда. Эти фразы звучат как забота, но на самом деле служат только одной цели – подавить вашу волю и создать зависимость. Конечно, иногда ограничения действительно необходимы. Опытный наставник может предостеречь вас от опасных практик или необдуманных действий. Но есть принципиальное отличие. Истинная забота всегда сопровождается объяснением, уважением к вашему выбору и правом на самостоятельное решение. Манипулятор же требует слепого